Здравствуйте, уважаемые зрители! Как сегодня я сообщил, самая главная новость, которую обсуждают армянские и азербайджанские СМИ, Сенат Франции принял антиазербайджанскую резолюцию. Сенат Франции принял эту резолюцию, призывающую правительство страны принять независимость так называемой Республики Карабах и ввести санкции против руководства Азербайджана. За принятие документа проголосовали 295 сенаторов, против был всего лишь один. И вот этому очень обрадовался госминистр Варданян, вот видите на фотографии. Такая новость хорошая для него о резолюции Сената Франции. Борьба карабахских армян за безопасную жизнь на родине однажды достигнет своей цели, заявил Варданян. Так, последние новости. Ереван сегодня. Госминистр Карабаха Рубен Варданян выразил благодарность депутатам Сената Франции за принятие важной для Армении и Карабаха и всего армянского народа резолюции. Особенно он поблагодарил вот тут фамилии всех сенаторов, которые все это организовали как бы. Варданян отметил, что в резолюции содержатся очень важные формулировки с точки зрения субъектности Карабаха. Документ подтверждает необходимость признания Карабахской республики. В общем, Варданян считает, что французы там подписали документы, типа, и сейчас уже этот документ как бы признает Карабах с целью превращение этого признания в инструмент переговоров с целью установки прочного мира. В резолюции также подчеркивается, что безопасность и свобода армянского населения, проживающего в Карабахе, не гарантирует Азербайджанской республикой. В общем, безопасность армянского этого народа, боевиков, сепаратистов не гарантирует Азербайджанская республика Ильхам Алиев. Это те пункты, которые важны для будущего Карабаха и карабахских армян. Госминистр также заявил, что справедливая борьба карабахских армян за безопасную, достойную жизнь на своей родине однажды достигнет своей цели, благодаря решимости армянского народа и поддержке наших друзей. В общем, французы его лучшие друзья теперь, все. Они подписали этот документ, резолюцию. Ну, это вот правильно говорят лоббисты, как бы сказать. Вот они помогают этим карабахским армянам, Варданяну, понимаете, вот подписывать такие документы. Так, его сейчас еще армянское издание публиковало статью. Алиев счастлив добавить теперь Иран, Францию, ЮНЕСКО к списку своих врагов, заявил Заграб Нацаканян, есть такой у них армянин. В общем, Ильхам Алиев после этих сейчас событий, Иран враг, Франция тоже враг, ЮНЕСКО тоже враг. Все они враги. Экс-глава МИД Армении Заграб Нацаканян считает, что Ильхам Алиев добавил Иран, Францию, ЮНЕСКО к списку своих полезных врагов. Типа для оправдания своей диктатуры, пишет армянское издание. Единственное, что беспокоит президента Азербайджана Алиева, это угроза богатству и власти его семейной династии. Его пугают растущие протесты и недовольство в Азербайджане на улицах Баку, как это было в июле 2020 года, написал бывший министр. Я не понимаю, какие там протесты в Азербайджане, какое недовольство. Мне кажется, все азербайджанцы в основном довольны, что у них Ильхам Алиев, как сказать, правит в государстве, и я не слышал ничего таких протестов. Поэтому, как указал Нацаканян, Армения и Карабах остаются полезными врагами Алиева для оправдания его диктатуры. В общем, вот, Нацаканян наехал на Ильхама Алиева, считает, что вот он враг армян, и теперь в этот список добавил еще несколько стран, вот, Иран и Францию еще. Ну и вот Игорь Караченко призвал переименовать Сенат Франции в Сенат армянской диаспоры. Вот Игорь Караченко. Так, военный эксперт. Вот он что заявил. После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции. В общем, деньги не пахнут. Видимо, именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал за. Караченко его как намекает, что, мол, Варданян там хорошо заплатил этим сенаторам,
не слабо денег подбросил миллиардер, и тем все эти французы приняли этот закон. Там 7 фамилий я французских сенаторов, которые благодарил Варданян. Оказывается, все за деньги это сделалось. Как известно, во Франции даже экс-президенты работают консультантами у армянских миллиардеров. Например, Саркози. Он от Ливии взятки брал, будучи президентом. А чем занимается французская контрразведка, на глазах которой армянская диаспора коррумпировала целый сенат? Или тоже в доле? В общем, все в доле там. И разведка, и сенат, и все, если дают им бабки, допустим, там миллиардеры, они примут любой закон сейчас во Франции. Так, об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт-консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. Ну вот видите, он в курсе всех этих французских там дел, и он назвал вот все своими как словами. А вот азербайджанцы стали комментарии. До какой степени доведен французский петух в этом армянском курятнике, что он вынужден был бежать галопом, причем без перьев, из этого курятника. Французские петухи. Даже покойный Шарль де Голль был крайне удивлен, смотря сверху вниз на бегающего от него голышом в символа Франции петуха, по спускающей вниз лестнице. Интересные комментарии. А у них символ петух, да, там петушатня у них целая, там курятня. Видите, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.